Всем привет! Хочу поделиться с вами классным проектом, который я реализовал более 5 лет назад. Еще во времена ковида, когда было много свободного времени, я своими руками собрал дочке кровать-домик. Собирал буквально на коленке, на балконе и без использования какого-либо специнструмента. Но несмотря на это, кровать получилась действительно крепкая, надежная, полностью разборная и, самое главное, выдерживает вес даже взрослого человека. Дочка уже выросла, ходит во 2 класс, но она до сих пор помнит, как мы вместе собирали ее любимую кроватку. Покажу чертеж, расскажу про все нюансы и трудности, которые возникали при сборке и эксплуатации. Расскажу про способы крепления, которые использовал. А в конце будет небольшой гиперлапс видео, там где я собираю эту кровать. В описании оставлю все ссылки на исходники, на материал, который использовал и, соответственно, на чертеж. Поэтому сможете повторить. Поехали! Let's do it ourselves. Ну и давайте сейчас быстро пройдемся по чертежу. Вот так кроватка будет выглядеть рядом с девушкой среднего роста. Дальше по общим размерам. Кровать рассчитана на детский матрас 1600 на 800. Длина кровати 1680. Высота 1640. Я думаю, все размеры видно. Поэтому здесь все понятно. Теперь по поводу крепежа. На что я собирал кровать. Я использовал саморезы и вот такие стяжки-бочонки с винтом. И мое мнение, это самое оптимальное крепление, которое можно здесь использовать. Потому что если использовать какие-то мебельные стяжки, они слабенькие. Если использовать саморезы, они будут расшатываться, разбалтываться. А при помощи такого крепления абсолютно никаких проблем не было. Конструкция получается монолитная, крепкая. Если дерево усыхается, всегда можно подтянуть. То есть бочонок М6 на 13. То есть высота у него 13 и, соответственно, под М6 винт. Винт с большой шляпкой. Есть и не с маленькой шляпкой, но маленькая не подойдет, потому что будет проваливаться в само дерево. Винт М6 на 70. Можно использовать длиннее. У меня были такие. Ну вот так это крепление выглядит вживую. Удивительно, что через столько лет они у меня еще остались. Бочонок 13 мм и винт 70 мм. Думаю, все, кто бывал в строительных магазинах, встречали их. Теперь наглядно, как это выглядит непосредственно на самой конструкции. Значит, там, где каркас из бруса 45 на 45, соответственно, засверливается отверстие 10 мм, так как диаметр бочонка 10. И с этой стороны винт. Сейчас я покажу размеры с отступами, потому что как раз у меня возникла проблема с правильным размещением отверстий. Желательно использовать кондуктор для сверления, чтобы все было параллельно, перпендикулярно, но у меня его не было, я все делал от руки, у меня смещались отверстия, и тяжело было попасть в бочонок этим винтом. Так, значит, в случае, если использовать брус, как использовал я, 45 на 45, то есть оптимально будет отступ от центра отверстия 15 мм, ну и, соответственно, отверстие 10 мм. И также здесь снизу 15 мм и от края 20 мм. Это в случае, если винт будет на 70 мм. Если длиннее, соответственно, отверстие от края будет дальше находиться. И по поводу глубины, здесь также очень интересный момент. Нужно учитывать все зазоры самого бочонка, так, чтобы все правильно сходилось. Глубина здесь 29 мм. Глубина сверления 29 мм. Сейчас давайте посмотрим в разрезе, как это выглядит. То есть вот оно, отверстие под бочонок. И вот отверстие под винт. Ну и, соответственно, здесь со смещением винт и бочонок. Ну, а это два отверстия я показал под саморезы для крепления ската крыши. И с таким методом крепления абсолютно никаких проблем не было. Ну, почти никаких. Дальше расскажу. И по аналогии все стороны крепятся с такими же сверлениями и с такими же отступами. В случае, если крепить доску к брусу, здесь немного все по-другому. Доску я использовал 120 мм
120 на 25. То есть здесь ситуация немного другая. Отступ сверху 30 и 20 мм от края. И глубина сверления 19 мм. Так, чтобы не просверлить насквозь, потому что будет не очень красиво, не очень эстетично, лучше поставить на сверло метку изолентой или еще чем-нибудь и аккуратненько все это засверливать. С этой стороны по-другому, так как отверстие находится по центру, 60 и отступ 20. Также глубина сверления 19 мм. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит в разрезе. И этих 3 креплений вполне достаточно для того, чтобы выдержать хороший вес. Ничего не шатается, ничего не люфтит, ничего не скрипит. Если вдруг дерево усохлось, можно проверять и подкручивать, затягивать. Никаких проблем абсолютно не было. Ну и по аналогии, соответственно, все остальные стороны, все остальные углы крепятся таким же образом. Дальше о поломках, какие происходили во время эксплуатации. Это вот эта часть, она самая нагруженная, так как всегда хочется присесть к ребенку на кроватку, посидеть с ним рядом. Вот эта вот часть, она страдает больше всего. У меня так и получилось. Вот здесь у меня доска треснула и пришлось ее стягивать длинными саморезами. А все почему? Потому что крепится она всего лишь на 2 винта, а этого недостаточно, как раз в вот этом узле. И сейчас я вам покажу, что нужно сделать. Если посмотреть на этот угол поближе, то здесь находится брус, который держит ламелии. У меня он заканчивался вот здесь. То есть по-хорошему сделать этот брус длиннее, вот как здесь сейчас указано. Единственное, нужно будет сделать здесь пропил 10 мм и 10 мм. И закрепиться саморезом с обратной стороны. Ну, вот здесь, соответственно. То есть парочку саморезов. Потом можно их шпаклевкой по дереву скрыть. И все будет нормально. И тогда этот узел, он будет гораздо крепче и будет держать вот эту сторону. И можно без проблем будет на нее присаживаться. И ничего не сломается, не треснет. Давайте теперь посмотрим на перегородку с лицевой стороны. В этой части я использовал саморезы. И снизу также. Вот эти 2 стойки у меня на шкантах. Буквально по 2 штуки с каждой стороны. Шкант 30 на 8 мм. Садим на ПВА. И все замечательно держится. А теперь давайте посмотрим на материал, который я использовал, их количество и размеры. Здесь буквально 3 вида пиломатериала, а именно каркас состоит из бруса 45 на 45, то есть вот это все брус, дымоход тоже брус. Доска 120 на 25, для поддержки ламелей использовался брус 30 на 30 и доска на ламели и на 2 вот эти перегородки 100 на 25. Можно здесь использовать не доску, как я использовал, а можно купить готовые ламели и по количеству посчитать, сколько их нужно. Они как раз есть 80 размера и можно использовать их, без проблем станут. Я думаю, с чертежом все понятно. Теперь можно приступать к подготовке и сборке.
Итак, мы подошли к концу нашего проекта. Я вам подробно рассказал и показал о каждом шаге сборки. Несмотря на небольшие сложности, конструкция действительно получилась прочной и, самое главное, безопасной. Надеюсь, это видео вдохновит вас на создание собственного домика-кроватки. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте делиться вашим опытом в комментариях. Всем удачи и творческих успехов!